Добрый день! Я приветствую всех искренних ищущих, всех людей Дхармы у меня на канале, в этом прекрасном разделе, который, я думаю, вам нравится, о мистике от А до Я. Сегодня я хотел бы с вами затронуть тему, какие вообще бывают учения, какие, можно сказать, существуют пути или подходы. Потому что в этой теме тоже достаточно много путаницы, хотя она очень простая. Поэтому сегодня будет такое ознакомительное видео о тех путях и подходах, которые существуют вообще. И в том числе мы очень акцентируем внимание на тех подходах, которые использует наша формация Freeway. Наша формация выбрала для себя из всего множества учений таких 4 подхода, и 2 из них я вам уже очень подробно излагал. Это путь души, если помните, он основан на прощении и приятии. Он очень быстрый, очень простой, и он подходит для тех, кто не хочет заморачиваться никакими лишними понятиями. Он состоит в том, чтобы нащупать свою здоровую часть в сознании. Это называется душа, бодхичитта, то есть исцеленная часть сознания. И настраиваясь на нее, прощать и принимать ту часть, которая все еще повреждена и которая живет из перманентного состояния отделенности, конфликта и так далее. Это путь души. Потом я вам дал довольно подробно путь любви. Это видео очень понравилось. И это второй такой подход, где мы используем именно вот это приятие, но через любовь. Поэтому вот эти 2 подхода, можно сказать, у нас олицетворяют учение Бхакти или там вот учение, когда-то делились, знаете, на женский и мужской путь. Я категорически противник этого деления. Тогда получалось бы, что любовь и прощение и путь души – это женский путь. Но это просто такое разделение, не берите во внимание, что это про мужчин и женщин. Просто женский путь – это такой путь, знаете, иньский, текучести, приятия, любви, прощения. Это такой, как женский путь, женский подход. Это не значит, что это мужчинам нельзя, то есть ни в коем случае. Это просто так раньше называли, мужской и женский путь. Мы же давайте называть это путь любви и мудрости. Кроме того, наше учение, оно сочетает эти подходы и предлагает, пробовать где-то один путь, второй путь. Так теперь остановимся, давайте на путях мудрости. В нашем учении тоже мы выделили 2 таких подхода. Сам подход пути мудрости – это путь развлечения, путь джняны, знания. Путь знания – это когда вы обстоятельно разбираетесь в устройстве того или иного плана, когда вы четко прописываете функционирование ментального плана, функционирование в моменте сейчас. То есть вы разбираетесь, вы идете через знание. И вот это знание, мудрость, глубокое знание не оставляет места эго-структуре. То есть эго-структура – это додумывание, это такое домысливание, это то, что не поддается проверке непосредственным опытом. А вот это йога-знание или джняна, она предполагает не просто теорию, как многие полагают, что джняна – это просто теоретические изыскания. Нет. Джняна – это знание, проверенное на опыте.
И вот знание, проверенное на опыте, не предполагает некую мистификацию в виде эго-структуры, некую иллюзию, некое додумывание. И тогда через знание, через четкое понимание функционирования того или иного плана мы исцеляемся. Следующий путь в рамках учения мудрости, которое наше учение как бы взяло на вооружение, это самоисследование. И здесь есть как бы два уровня. Есть атма-вичара, а есть вичара-марга. То есть вы можете исследовать само эго, все время разворачивая к нему внимание и разоблачая его деструктивную вот эту функциональность. То есть это учение, оно, вот самоисследование, оно как бы движется к тому, что вы называете «я». И потихоньку через вот это развлечение, осознание этого «я», вы исцеляетесь от вот этой ложной «я-структуры», которая возникает в сознании. И движетесь к тому «я», которым являетесь. И так открывается там вот этот атман, или еще как там называют. Ну, когда говорят атма-вичара, то указывают, что это не исследование атмана, а это движение к атману. То есть от ложного к истинному, от ложного к подлинному себе. То есть вот атма-вичара поэтому неверно понимается, что это как бы вы сразу движетесь к атману. Нет, вы занимаетесь самоисследованием, вы занимаетесь исследованием того, что полагаете «я». Разворот внимания к этому «я». Вас ничего в этом учении не интересует, кроме «я». И вот это тоже часть пути мудрости, когда вы настолько затачиваете развлечение, осознанность, внимание, что вы все время разворачиваетесь к этому возникающему ложному «я». И однажды оно растворяется в своем источнике и больше не доставляет вам хлопот. Это такое выслеживание. И этот путь тоже часть вот этого пути мудрости. Вот этих 4 пути мы взяли на вооружение и, по сути, оперируем ими. Еще раз напомню, в контексте, значит, учения вот приятия любви – это путь любви и путь души, а в контексте пути мудрости это джняна, йога-знание и самоисследование. Каждый из этих путей полностью самодостаточен, полностью завершен, и его одного достаточно для пробуждения. Но так как все люди немножечко отличаются по темпераменту, по характеру, по способностям, кому-то ближе путь приятия, любви, кому-то ближе путь исследования, кто-то такой вот настроен на понимание. И поэтому вот эти 4 пути, по сути, закрывают потребность всех в каких-то там учениях, подходах. То есть 4 пути мы предлагаем в рамках нашего учения Фрейвей. Теперь немножко коснемся, какие еще пути бывают. То есть если это рассматривать как бхакта-йога и джняна-йога, то есть еще так называемая карма-йога. Я в рамках нашего учения давал немножечко этот путь служения, путь действия без мотивации, но он в современном мире как-то довольно тяжеловато проходит, поэтому мы не заостряем на него внимание. Это такой йога действия, когда действие вы наблюдаете за собственным действием, которое постепенно начинает как бы осознаваться, что оно спонтанно, что у него нет источника, что у него нет автора-делателя и так далее. Это наблюдение за действием, и оно становится все более спонтанным, открытым.
и не направленным на самоподтверждение некого ложного центра. Еще одним из таких известных путей является путь медитации. Хотя мы уже записывали вот видео о практиках внимательности, и там я рассказывал о медитации, и это можно и нужно практиковать, но мы это практикуем в рамках учения о знании. То есть, когда мы хотим познать, что такое пустотный аспект реализации, что такое отсутствие присутствия, мы должны проверить это на опыте. Еще раз подчеркиваю, нет ни одного мистического учения, которое бы находилось в ментале. Нету. Такой мистики не существует. Мистика – это проверка на опыте. Поэтому не профанируйте учения и не говорите, что мистика – это какие-то интеллектуальные словоблудия. Любое учение имеет карту, и эта карта, безусловно, ментальна. Но эта карта должна быть проверена. Поэтому все мистические учения, без исключения, имеют такие 3 уровня. Воззрение, практика и плод. И никак по-другому не бывает. Поэтому не спекулируйте на этом и не называйте какие-то мистические учения теоретическими. Вы можете 20-30 лет изучать карты разных учений, но не сделать ни одного шага в практике. Такое бывает. И есть люди, которые, эксперты, пандиты, они сравнивают, оценивают, характеризуют, но они не практикуют. Поэтому они останавливаются на уровне воззрения. Воззрение – это, конечно, некая интеллектуальная карта, которая отбрасывается по мере прохождения пути и проверки этой карты на собственном опыте. И вы, может, создаете более точную, более красивую карту, или, может, она вам таковой кажется, потому что она основана на вашем прямом опыте. Поэтому вот еще бывают такие учения медитации. Учение медитации – это больше учение затворничества, монастырский путь, понимаете? Тут тоже важно различать. Если мы социально активные люди, можем ли мы себе позволить ежедневную вот эту практику в виде длительных медитаций, темных затворов, ретритов и так далее? То есть я не сторонник того, чтобы мирской человек вовлекался в монастырскую практику. Там для них созданы условия, там для них созданы специальные комнаты, там для них специальный уход, там все подчинено этому. Но когда у вас дети, жена, когда у вас работа, и вы пытаетесь совмещать монастырские практики, вы не обижайтесь, но не будет результата. Не будет, у вас будет огромный раздрай. Поэтому всегда существовали еще такие 2 раздела. Практики для мирян и практики для монастырской традиции, для тех, кто в монастыре. А еще были практики для отшельников. Они еще более аскетичны, потому что они в одиночестве находились в лесу. Это практики Я вообще не рассматриваю это как что-то, что приемлемо для наших людей, живущих в городах, имеющих семьи, работающих на работах. Поэтому наше учение Free Way позиционирует себя как учение для мирян. Поэтому мы очень уважаем подходы аскетов-отшельников, мы очень уважаем подходы монастырской традиции, но мы выбрали именно те практики, которые подходят нашим социальным условиям. Поэтому мы прекрасно осведомлены о практиках внимания, прекрасно осведомлены о медитации, но мы это проверяем на опыте в рамках учения, знания, в рамках вот этой джняна-йоги. Вот я бы хотел на этом остановиться. Я думаю, вам было очень полезно узнать о том, какие существуют пути, и о тех 4 направлениях,
которые мы в нашем учении Freeway предлагаем социальным, активным, мирским людям. Спасибо вам за внимание. А сейчас минуточку тишины. Еще раз спасибо. До новых встреч.